Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. И начнем с горяченького. Sony презентовала новую версию своей консоли — PlayStation 5 Pro. По словам Марка Серни, игроки смогут наслаждаться высочайшим уровнем графики при повышенном фреймрейте. Для этого в приставку засадили увеличенный видеопроцессор, улучшили технологию трассировки лучей и EE Upscaler. Количество вычислительных элементов в графическом ускорителе выросло на 2/3. Ускорилась память и увеличилась скорость рендеринга. Трассировка стала работать в 2-3 раза лучше. Обновленный Upscaler обеспечивает сверхчеткое качество и увеличивает число деталей в кадре. Производительность бустанули за счет системы PS5 Pro Game Boost. Чтобы увидеть эффект в уже вышедших играх, для них выпустят специальные патчи. Среди таких проектов уже отметили Alan Wake 2, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, ремастер The Last of Us 2 и пока еще не вышедшую Assassin's Creed Shadows. Продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября. Предзаказы откроются 26 сентября, а стоить прокачанная плойка будет $699 или 799 евро. Power Wash Simulator предлагала очищать окружающие поверхности от налета разного рода субстанций. А теперь у этой игры появился антипод в лице Spray Paint Simulator, предлагающий засрать все краской, ну или аккуратно все закрасить. В сюжетном режиме мы будем выстраивать собственный бизнес, оказывая услуги разношерстной группе клиентов. Для наилучшего результата необходимо грамотно подготавливать рабочую зону, улучшать оборудование и пользоваться вспомогательными средствами вроде строительных лесов. Также предусмотрен режим свободной покраски без ограничений. Spray Paint Simulator выйдет в Steam в следующем году, без перевода на русский язык. Соскучились по Нубу Сайботу? Персонаж появится в Mortal Kombat 1 вместе с выходом дополнения Chaos Reigns. Об этом нам решили напомнить в свежем трейлере. В созданном Люканом мире Нуб Сайбот был вылеплен Хавиком из украденной им души Би-Хана. В новой форме боец отринул свое стремление сделать клан Лин Куэй сильнейшим в мире. Теперь приспешник Хавика намерен все крушить и сеять хаос. Нуб по традиции пользуется услугами теневого помощника, а помимо этого он умеет телепортироваться, заставая противников врасплох, кидаться взрывающимися сгустками сметаны и так далее. Для анималити Нуб Сайбот превращается в огромного крокодила. Что за анималити такое, спросите вы? А штука эта появится вместе с обновой. Chaos Reigns выйдет 24 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Mojang объявила о пересмотре графика выхода свежего контента для Minecraft и решила не мелочиться, а выпускать новые фишки почаще. На смену регулярному большому летнему обновлению придет целая череда апдейтов с добавками, которые будут выходить в течение года, а масштабы их будут варьироваться от крупных до малых. Презентация Minecraft Live станет более сфокусированным шоу, и прямые эфиры начнут подрубать уже дважды в год. Пользовательское голосование за добавление мобов в игру больше проводиться не будет. В 2025-м команда попытается улучшить мультиплеер и облегчить процесс поиска друзей, а также присоединения к ним. В геймдеве только и разговоров, что об увольнениях. Тут вот, например, сократили коллектив ребят, трудившихся над Tiny Tina's Wonderlands. И казалось бы, усюка злые корпорации. Но тут внезапно возник бывший президент европейского отделения Sony Крис Диринг и раскрыл на подкасте My Perfect Console всю правду. По его словам, винить корпоративную жадность не нужно, а тем, кого уволили, он говорит: ну что ж, мужики, затягивайте пояса. Диринг утверждает, что индустрия циклична, все это естественные процессы. Порой все восстанавливается гораздо быстрее, чем можно было бы подумать, когда все нестабильно, заявил Диринг. А еще добавил, мол, поживите годик в дешевой квартире, походите на пляж, там, глядишь, интересная вакансия и подвернется. Он подчеркнул, что всем пострадавшим наверняка выплатили приличное выходное пособие. Также он призвал не вешать нос и разбираться с испытаниями прямо как в играх.
Неудивительно, что после таких высказываний народ вошел в режим негодуя. Кто-то даже написал, что слова Диринга — это олицетворение того, почему сейчас все в индустрии и идет наперекосяк. Ранний доступ Steam твердо намерена покинуть двумерное метроидвания Ender Magnolia Bloom in the Mist. Действие игры разворачивается через несколько десятилетий после Ender Lilies Quietus of the Nights. Государство магов ввергнуто в хаос испарениями скверны, сочащимися из недр земли. Созданные во имя великой цели гомункулы обратились против своих создателей. Главная героиня заключает с одним таким гомункулом сделку и отправляется на поиски утраченных воспоминаний и пропавших друзей. Геймплейно перед нами классическое метроидвания. Исследуем мир, мочим тварей, собираем снаряжение, и всего этого больше, чем в предыдущей игре. В релизной версии появятся новые боссы, умения и регионы. Прохождение займет 35 часов. Оценки у игры в раннем доступе остановились на отметке в 97% положительных отзывов. Так что на Ender Magnolia Bloom in the Mist можно обратить внимание. Версию 1.0 обещают выкатить на ПК, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch уже 22 января 2025. И в ГИМО доигрался. Ubisoft получила открытое письмо от инвестиционного фонда AG Investments, в котором от компании требуют сменить лидера, вывести фирму с биржи и перевести в формат частной конторы. У самого AG Investments нет голоса в управлении Ubisoft, однако заявление представителей фонда знатно пошатнуло позиции юбиков. Акции продолжают падать. Инвесторы призывают Ubisoft начать работать на долгосрочную перспективу, а не на красивые цифры в ежеквартальных отчетах. В то же время, дабы не отставать от лидеров отрасли, компании придется провести новый ряд сокращений. Сама Ubisoft публично никак сложившуюся ситуацию не комментирует. И у меня все на сегодня. Больше новостей читайте на нашем сайте. Там же вы найдете и свежие материалы от наших авторов, и расписание ближайших стримов. А еще на stopgame.ru очень удобно вести учет пройденных и планируемых к прохождению игр. А еще оценки им ставить, писать обзоры. В общем, заполняйте дневничок, если еще не. Отличного настроения и хорошего дня!